Здравствуйте! Приветствую вас на занятиях по Алье Нагарджуне, и мы переходим к главе 21. Это часть вашей домашней работы– определить связь между всеми главами. И это не будет легким занятием. Но есть очевидная связь между... Хасаном расскажет. Между этой главой и предыдущей, которую мы обсуждали. В предыдущей главе мы... Кстати, Нагарджун называет ее соединение причин и условий. И потом наш автор Чони Лама просто называет ее соединение, схождение вместе. И как от этого произошли вещи? Как вещи произошли от причины условий, соединившихся вместе? А сейчас у него глава под названием «Как вещи возникают и затем исчезают». Скажите «джунджик». Джунджик. Да, это изучение того, джунджик, как вещи возникают и затем исчезают. За $100. Почему он не использовал кегак, начало и прекращение, что было частью его первого стиха, известного стиха, обсуждение кева и гакпа, что означает начало и прекращение. А теперь он внезапно изменяет на возникновение и исчезновение, потому что он связывает это с причинами и условиями создания и разрушения вместо... Кто еще? Почему вы переходите от начала к... Вы знаете, обычно в первой главе он говорит кьегак– начало и прекращение. Теперь он говорит джунджик, что означает возникновение и исчезновение. Давайте, ребят. Хорошо, за $50 я дам вам подсказку. Есть идеи? Есть ли у вас догадки? О, Чичи Драк. Подумайте о Чичи Драк. Что это? В любом случае, я расскажу вам о главном. Это тонкая и важная мысль о том, что неизменяющиеся вещи не начинаются и не прекращаются, но они входят в существование и выходят из существования. Каков известный рисунок, который мы используем для кьегак? Как это называется? Синусоида. Да, они начинаются. Это как заводить автомобиль. Или как вставать с кровати. А когда неизменяющаяся вещь входит в существование и выходит из существования. Это вот так. Это просто линия, пересекающая всю рамку. Там нет кривой. Оно не запускается и не теряет свою энергию. Это просто так. Появляется и исчезает. И я был бы очень благодарен, если бы он написал главу об этом различии. Но плохие новости он не написал. Чони Лама не написал. Я не знаю, в любом случае, это то, что на самом деле происходит, по моему мнению. Давайте пройдемся по главе. Помните об этом, когда мы будем продвигаться дальше. Это очень важное отличие. Начинается и прекращается ли пустота? Она появляется и исчезает, но она не... В тот момент, когда этот телефон вышел с фабрики, последний рабочий завершил последний штрих, тогда его пустота вошла в существование, но она не начиналась. И потом, когда этот телефон ломается, его пустота исчезает из существования, но она не прекращается. Она не затихает, она просто исчезает. Потому что пустота не может быть меньше, чем 100%. И известный пример каков? Мышь на кухне. Если у вас есть мыши на кухне, есть у вас отсутствие мышей на кухне? Сейчас у меня есть отсутствие мышей на кухне, но не всегда. Но сейчас у меня оно есть. Так что либо мышь на кухне, либо ее там нет.
Тогда, знаете, ведь восьмилетние дети в монастыре скажут: «Ешела, а как насчет того, что у мыши нос на кухне, а ее хвост еще не на кухне?» Тогда вы скажете: «Перестань, там по-другому. Либо она ушла, либо не ушла». Либо вы ушли, либо нет. Либо вещи немного самосуществующие, либо они вообще не самосуществующие. Это всегда 0%. Хорошо, но это отсутствие самосуществования все же входит в существование тогда, когда входит в существование вещь, у которой есть эта пустота. А потом, когда эта вещь будет уничтожена, гак, подумайте об этом. К сожалению, мы это не обсуждаем. Но это именно то, чему я бы хотел уделить внимание. Хорошо, начинаем. В первом стихе он говорит: давайте рассмотрим некую закономерность. Оппонент скажет: когда вещи начинаются, это имеет некую собственную природу. Начало имеет свою собственную природу. Прекращение имеет свою собственную природу. Он хочет это сказать. И он действительно хочет это сказать. И мы говорим: нет, у этого нет собственной природы. Объясните мне в контексте шоколада. Вам нужен шоколад. Мне нужен шоколад? Нет, нет, нет. Как применить это к шоколаду? Эта часть, например, последняя часть, последняя. Да, хорошо, хорошо. Первая часть следующего момента. Но только если шоколад охватывает и соединяет их вместе. Да, я подкину вам что-то, о чем вы еще не говорили. Итак, вы видите этот телефон как созданный на заводе Apple где-то в Китае. Вы видите его так. Вы видите причину в заводе Apple в Китае. И вы видите результат, как телефон в моей руке. И это означает, что семена в вашем уме нарисовали связь между заводом Apple и телефоном Apple. Семена в вашем уме создали воображаемую связь между заводом Apple и телефоном Apple. Она неестественная. Когда вы говорите, что что-то не происходит со своей собственной стороны, не существует само по себе, означает, что она неестественная, оно искусственное. Вы создали эту связь. Гешела, вы не можете получить телефон без завода по производству iPhone. Это ваше творение. Эту идею создали вы сами. У вас может быть телефон, который не происходит от завода iPhone. У вас может быть телефон, если у вас есть другие семена. Это неверно, что вам нужен завод, чтобы получить iPhone. Это неправда. Как вы получаете iPhone? Вы помогаете общаться другим людям. И это еще одна искусственная связь. Объяснение о том, как я получил телефон через карму, или объяснение, как я получил свою новую машину через карму, подвозя людей. Это еще одна искусственная связь. Она просто более полезна. Вы не умрете, если действительно поймете это. Вам не придется больше умирать, если вы это действительно поймете. Это все. Другая взаимосвязь в порядке. О, автомобиль Toyota вышел с завода. Ваш ум создает эту связь. Есть два шарика мороженого, которые представляют собой завод Toyota и автомобиль Toyota. И тогда ваш ум поливает это шоколадным соусом, и ваш ум создает искусственную связь. Он говорит: происходит это, и тогда это. И тогда буддист говорит: нет, давайте польем шоколадным соусом другую взаимосвязь. У меня новая машина, и я не платил за свою новую машину. Ее отправили в Лас-Вегас, разобрали на части и покрасили каждую ее часть в небесно-голубой цвет. Они собрали ее обратно и отправили сюда. За это я тоже не платил, хотя у меня есть деньги заплатить за это. Просто за это заплатили другие люди. И как же это случилось? Мы можем сказать: потому что вы подвозили людей, или вы обеспечивали людей транспортом, чтобы добраться до какого-то места. Вы помогали им добраться до какого-то места, и теперь вы создаете новый шоколадный соус. Вы говорите тот же результат, шарик мороженого, но уже другая причина, шарик мороженого, который была помощь другим людям, когда вы подвозили их, или помогали с другими людям
с транспортом. И теперь мой буддийский ум, мой нагарджуновский ум искусственно создает другую причинно-следственную связь. И это могло быть что угодно. Есть целая цивилизация, где вы получаете новую машину, исполняя специальный ритуал для новой машины. И вы должны сказать это правильно. Вы должны помахать каким-то там флагом, и потом позже вы получите машину. И они в это верят. И, вероятно, это работает для них в какой-то мере. Ваш ум создает связь, даже самую настоящую. Но и настоящая не является настоящей, понимаете? Но можно сказать, что это происходит от восприятия? Это один способ объяснения этого, да. Это буддийский способ объяснения. И, кстати, это всегда работает. Если вы хотите то, что работает всегда, используйте этот способ. Ведь может быть завод, который не производит телефоны, верно? Или у вас может быть телефон, который кто-то вам дал, и вам не придется иметь дело с заводом. Но если вы помогаете людям в общении, у вас всегда будет телефон. Хорошо? Но даже эта связь искусственная. Это тоже шоколадный соус. И он не очень много об этом говорит. Хорошо, итак, поехали дальше. Он собирается сказать... О, кстати, он пытается связать это с самим временем. Он говорит, кстати, время приходит, время происходит, время уходит. Время приходит, время уходит. Давайте исследуем приход и уход. Джунджик. Итак, мы будем отрицать, что это может произойти со своей собственной стороны. И вот самое интересное в этой главе. В первой части этой главы, смотрите, вещи не происходят от других вещей автоматически. Это искусственно. Это творение вашего ума. И это реально. Это искусственно, и это реально. Вы можете вести машину, которую вы получили, подвозя других людей. И это реально, но связь искусственная. И затем он говорит, если вы думаете, что вам нужен автомобильный завод и завод iPhone, чтобы получить автомобиль, тогда вывод из этой идеи, эта глава разделена на две части. Что вы думаете о том, как вещи начинаются и прекращаются, или входят в существование и исчезают из существования? И что вы думаете об этом? И тогда в чем необходимый вывод такого образа мышления? Итак, вся глава 50 на 50. Вся первая часть главы такова. Вот так вещи возникают, вот так они перестают существовать. И если вы думаете, что это происходит со своей собственной стороны, то вы получаете две более серьезные проблемы. Таким образом, ваше неправильное представление о том, как вещи начинаются и прекращаются, приводит к двум более глубоким проблемам, двум более важным проблемам. Понятно? Как это называется? Так-че. Скажите так-че. Так-че означает так-то и че-та. Так-то и че-та. Он не упомянул здесь та. Но это так-то и че-та. Что это, Тим? Да, не изменяющийся, а затем чепа. Никогда не случалось. Итак, если вы будете неправильно думать о том, как начинаются вещи, вы попадете в более глубокое заблуждение. И это влечет за собой то, что вы верите, что вещи будут продолжаться вечно и никогда не изменяться. Или что они никогда не существовали изначально. Вы можете взять это для мужа на кухне. Если вы не понимаете, откуда происходит муж, вы можете верить, тогда в каком-то смысле вы верите в мужа, который не изменяющийся. И если вы отрицаете, если вы считаете, что вы не можете ошибаться, тогда вы будете думать, что мужа вообще не было. Если объясню вам, что муж пуст, вы можете зайти слишком далеко и сказать, ладно, мужа на кухне нет, и я больше не обязана быть с ним милой, он не настоящий. Это чета. Это падение с другого обрыва. Кстати, чепетауа и чепета. Тауа означает точку зрения, что он должен быть неизменяющимся, происходящим со своей собственной стороны. Или та. Что такое та? Та – это слой, это край стола. Та означает край.
Часто эти два неизбежных последствия того, как вы мыслите, называют краями обрыва. Два края обрыва. Если вы сорветесь, вы погибнете. Ладно, может быть, нам лучше начать главу. Давайте посмотрим. В любом случае, это будут две большие части главы. Затем мы поговорим о... Итак, кто-то пытается доказать, что когда что-то происходит, это происходит со своей собственной стороны. И когда все прекращается, это происходит со своей собственной стороны. Он пытается доказать это. Мы опишем его идею, а затем обсудим его доказательства. И затем мы опровергнем эти доказательства. Отлично. И это анализ или исследование. Теперь мы приступаем к нашим исследованиям, что означает, возможно ли, что приход, возможно ли, что возникновение и исчезновение происходит с одним объектом. Эта бутылка возникает и исчезает? Происходит ли возникновение и исчезновение одновременно с этой бутылкой? Или они происходят в разное время? Хорошо, это вы, ребята, привыкли к такого рода обсуждениям. Возникновение бутылки и исчезновение происходит одновременно, или у нее есть возникновение и затем позже исчезновение? Понятно? Хорошо. И, кстати, ответ ни то, ни другое. Затем мы рассмотрим типы объектов, которые могут показывать возникновение и исчезновение. Что это за вещь, которая выглядела бы так, как будто она возникла и исчезла? Мы поговорим о вещи, а не об этих двух качествах. Мы будем говорить о вещи, которая обладает этими двумя качествами. Затем мы обсудим возможность того, что они являются одним и тем же, и что они отдельны, что не то же самое, что сказать, могут ли они находиться на одном и том же объекте или нет. Первый вопрос, может ли это иметь возникновение и исчезновение. Может ли одна бутылка обладать и тем, и другим? Второй, мы рассмотрим саму бутылку, которая обладает этими двумя качествами. И затем мы рассмотрим, может ли каким-то образом возникновение быть исчезновением, или это отдельные вещи. Понятно? Третий вопрос и первый вопрос отличаются. Может ли бутылка обладать и тем, и другим? Это первый вопрос. Когда одна бутылка обладает и тем, и другим, являются ли оба одним и тем же? Или это разные вещи? Понятно? Поехали, вот текст. Если возникновение и исчезновение существуют естественным образом, и если вы посмотрите на вторую и четвертую строчки, что вы там заметите? В тибетском. Они полностью совпадают. В чем разница между первой и третьей строчками? М, Здесь интереснее. Да, он поменял их местами. Итак, в первой строчке говорится, можно ли иметь исчезновение из существования без вхождения в существование? И затем в третьей строчке он говорит, может ли у вас быть вхождение в существование без исчезновения из существования? Может ли что-нибудь произойти без выхода из существования? Может ли что-то выйти из существования без того, чтобы поначалу случиться? Могут ли они быть независимыми или у всего должно быть и то, и другое? Похоже на... На что это похоже? Нет, я имею в виду... Обычно, что бы мы сказали? Если это заканчивается, значит, это ранее началось. И если это имеет начало, то это должно иметь окончание. Мы бы так сказали. И так думать не совсем правильно. То есть, либо джикпа возникает без чунгва, либо не может быть такого, чтобы джикпа возникала вместе с чунгва, которое существует естественным образом. Поэтому
Может ли джигпа, может ли что-либо исчезнуть из существования без вхождения в существование? И затем, могут ли они существовать с одним и тем же объектом? И мы скажем «да», но не со своей собственной стороны. Они могут иметь и то, и другое в одной бутылке, но не со своей собственной стороны. И это то, куда мы собираемся идти. Итак, поехали. Кстати, тибетский здесь очень сложный. Примерно где-то неделю я думал, что здесь ошибка. Я проверил пару гравировок, и нам было непросто найти. Все работы Чони Ламы были уничтожены во время культурной революции. Все. Не осталось ни одной копии, они все сгорели. И нам не удалось найти ни одной. Затем мы нашли набор в России. Когда команда библиотеки азиатского наследия Джона Брэди провела в России 12 лет, они нашли хорошо выгравированный полный набор. И это имело огромное историческое значение. Это, возможно, самые важные комментарии в мире, и они были утеряны. И у нас было несколько рукописных копий. Люди просто отправились куда-то и переписали их вручную. И там было все напутано, так как команда Джо Брэди, да благословит его Господь, и особенно Джейсон Данбар, мы все должны быть ему благодарны. Он даже поехал в монастырь Чони и добыл больше копий оригинальных книг. И теперь они у нас есть. Поэтому мне нужно было бы проверить. Я подумал, вам было бы интересно увидеть, как это выглядит. Это лучшая гравировка. Это гравировка, которую вы бы нашли в России, к примеру. И у нас есть разрешение от российского правительства. Когда мы подписывали контракт на 12 лет работы, нам было разрешено выносить копии наших монастырских книг. Если мы находили что-нибудь, мы могли снять копии. Мы могли делать копии и забирать их. Их было 250, не так ли? Да, это было правильно, но мы заключили хороший контракт. Это был непростой контракт, который мы обсуждали с сумасшедшим грузинским директором по-русски. Но в конце концов он согласился. Я подумал, что вы бы хотели увидеть, и это довольно хорошая гравировка. Как бы там ни было, нет никакой ошибки при вводе. Ввод был правильный вообще-то. Я думал, там может быть ошибка, но ее там нет. Хорошо. Вот картинка дерева полуметрового, полуживого. Может ли быть жизнь без смерти? Могла ли у вас быть жизнь, в которой никогда не было смерти? Или могла ли быть смерть, пока вы еще живы? Вот в чем основной вопрос. И это звучит глупо говорить о жизни без смерти. Была бы жизнь жизнью без смерти? И тогда следующий вопрос. Можете ли вы умереть, пока вы еще живы? И продолжать быть живым? Как вам такое? И это и есть в основном вопросы, которые мы получаем. И вы скажете, послушайте, Гершела, это уже глупые вопросы. Да, если вы живы, то вы умрете. И если вы умерли, вы должны были быть живы. И если вы все еще живой, вероятно, вы не умерли. Но это не так уж точно. Это не обязательно так. Вот о чем мы и будем говорить. Следующий стих принадлежит Нагарджуне. Он звучит так. Мы будем отрицать идеи, что выход из существования мог бы существовать с вхождением в существование. Мы будем отрицать, что выход из существования мог бы существовать вместе с вхождением в существование. А затем мы обсудим, могут ли выход из существования и вхождение в существование вообще находиться. Могут ли они вообще быть в одном и том же объекте? Могут ли они оба жить в одной квартире? Зеленая бутылка. Возможно ли это вообще? И взаимосвязаны ли они? Нужно ли вхождение в существование для выхода из существования или нет? Это то, что мы собираемся исследовать. Это то, куда мы пойдем. Может ли у вас быть
Выход из существования без вхождения в существование. И мы говорим читарбур, что означает «как это может быть?». Тогда у вас было бы чива без кьева, Тим. Тогда у нас было бы чива без кьева. Тогда у вас могла бы быть смерть без рождения. Тогда вы могли бы иметь вещи, которые умирают, так и не родившись. Люди могли бы умирать, так и не родившись, если бы это было возможно. Если возможно иметь выход из существования без вхождения в существование, тогда бы были бы люди, которые умирают, никогда не рождавшись. Или могут ли выход из существования и вхождение в существование существовать одновременно с одним объектом? Он говорит, в этом случае человек умирал бы и рождался в один и тот же момент, в одно и то же мгновение. Я имею в виду, это же близко, верно? Если вы верите в будущее жизни, вы можете сказать, что умереть и родиться можно в течение 2 минут или около того. Это возможно. Но на самом деле в пределах 64 части секунды, 64 и 65. Вы можете стать собаку меньше, чем через секунду в любое время вашей жизни. Но можете ли вы умереть и родиться в одну и ту же миллисекунду? Вот в чем вопрос. И мы говорим нет. Yo понима и но. Невозможно. И потом он говорит что-то интересное. Как может закончиться функционирующая вещь? И это слово хленчик. Хленчик значит сидеть в одной квартире или что-то в этом роде. Как они могли оказаться в одном и том же месте в одно и то же время? Как могут выход из существования и вхождение в существование одного и того же объекта происходить в одно и то же время? Как они оба могли бы существовать в одно и то же время? И затем он говорит «ранг шинки» за $50 по своей собственной природе, $25 и $25. Я надеюсь, ребята, вы заберете у Элли. Она сейчас в отпуске, это не моя проблема, вы должны забрать деньги у нее. Да, и я не знаю, почему он должен это говорить. Наш вопрос в том, может ли прекращение, может ли выход из существования совпадать с вхождением в существование у одной и той же вещи. Может ли выход из существования находиться рядом с его же вхождением в существование на одной и той же бутылке? Да или нет? Роза говорит нет. Потом он говорит, находиться с, я имею в виду тю-чи-чар. Тю-чик-чар означает в ту же миллисекунду. Могут ли они оба находиться на одном и том же объекте? И тогда я не знаю, почему он считает, что должен добавить с их собственной стороны. Но он чувствует, что он должен добавить с их собственной стороны. Это интересный вопрос, который вы можете задать своим ученикам. Если они находятся на одном и том же объекте в ту же миллисекунду, то и люди могут умереть и родиться в одну и ту же миллисекунду. Люди могли бы умереть и рождаться в одну и ту же миллисекунду. Затем он говорит, и это особый логический термин. Если бы вы изучали текст Адама, вы бы знали его. Гелва означает противоречивый. Есть два вида противоречий во Вселенной. И первое– это когда одна вещь не может быть и тем, и другим. Так что да, они взаимоисключающие. Это тот тип противоречия, которое называется взаимным исключением. Вхождение в существование и выход из существования является взаимоисключающим. И потом он говорит «намва» и «нюмпа», что-то вроде «намва» и «нюмпа». Что это такое? Что такое «намва» и «нюмпа»? Да, тьма и что-то противоположное. Свет в одной комнате. Здесь картинка комнаты. И это плохая фотография. Не существует такой штуки, как правильная фотография, потому что на правильной фотографии в комнате должно было бы быть светло и темно в одну и ту же миллисекунду, а такого не существует. Поэтому я просто попытался найти что-то, чтобы показать. И он говорит,
Для того, чтобы что-то умерло, чтобы что-либо вышло из существования и чтобы что-либо вошло в существование в одну и ту же миллисекунду, это было бы эквивалентно любому другому взаимоисключающему отношению, как свет и тьма в одной комнате. Если бы вещь могла войти в существование и выйти из существования в одну и ту же миллисекунду, то у вас могла бы быть комната, которая была бы полностью темной или полностью освещенной одновременно. И это тот же принцип. Невозможно. Кстати, он вас подставляет. Легко сказать. Да, в одной комнате не может быть полностью темно и полностью светло в одну и ту же миллисекунду. И это легко сказать, что что-либо не может войти в существование и выйти из существования в одну и ту же миллисекунду. Но как на самом деле вещи работают? Где черта? Когда вхождение в существование этой бутылки перешло в выход из существования? Где эта черта, за которой это сменилось? И потом эта черта, вы знаете, в этом курсе, если вы хотите получить все правильные ответы, то просто скажите шоколадный соус. Это просто шоколадный соус, Гешела. Да, не может быть черты между частью вхождения в существование и частью выхода из существования. Не может быть черты, но она есть. Мы думаем, что есть. И то, что мы думаем, там есть, это раншинки трупа. Это происходит со своей собственной стороны. Мы чувствуем это. Это хороший пример чего-то самосуществующего. Если вам нужен хороший пример чего-то, что является самосуществующим, подумайте о точке, в которой вещь изменяется с вхождения в существование на выход из существования. Где эта черта? Где эта разница? Хорошо, мы рассмотрим несколько слов на санскрите, потому что это хорошая пауза в занятии, и они действительно имеют значение. Мне нравится аньонья. Скажите аньонья. Аньонья. Звучит как onion, лук. Аньонья. И здесь Аня плюс Аня. Почему Аня и Аня не Аньянья, а изменяется на Аньонья? Я не знаю. Но это так. Итак, Аня означает другой, не такой же. Оно происходит от ан и и. Мы уже говорили об этом. Но здесь Аня означает одно. Чики-чик означает, что одно делает другое. Одно и другое. Одно и другое. Чики. Одно подразумевает другое. У меня аллергия, извините. Не думаю, что это ковид, я проверил. Но у меня жуткая аллергия. Думаю, дело в седоне. Вот два примера для аньония. Скажите. Саханьония. Саханьония. Хорошо, саханьония. Именно здесь вхождение в существование и исчезновение существования находятся вместе, в одной бутылке. Они живут в одной бутылке. Пенсунчен чик означает в одну и ту же миллисекунду. Они оба находятся в бутылке. Они тут оба, они словно в одной квартире в одно и то же время. Это называется саганьонья. Скажите саганьонья. Саганьонья, хорошо. И на тибетском это пенцун пленчик. Пленчик означает, что они оба в одном месте в одно время. Это означает вместе. Но пенцун означает взаимно вместе, то есть исчезновение происходит вместе со вхождением и вхождение вместе с исчезновением, взаимно. Они оба вместе друг с другом. Саганьоня. Скажите, саганьоня. Хорошо. А потом, если это не так, они винаньоня. Скажите, винаньоня. Они не ладят друг с другом. Пенсун хленчик маин. И тут есть много-много примеров. Вороны и совы не сидят на этих и тех же ветках. Они дерутся или что-то в этом роде. В любом случае, темнота и свет являются винаньонья.
Они не могут сосуществовать в одном месте в одно время. Так какое же из них входит в существование и выходит из существования? Они саханьонья или они винаньонья? И Нагарджуна обычно говорит, что ни то, ни другое. Отлично, теперь он размышляет, как Тим уже размышляет так же. Нагарджуна говорит, ни то, ни другое. И это немного смущает. Это как мой учитель. Он никогда не определялся. Мы спрашивали его, что же правильно. И он говорил, знаете, вы должны подумать об этом. Поварите это. Он говорил, поварите это. И мы такие, просто скажи нам. И он говорил, поварите это. Так что Нагарджуна делает тот же трюк. Поварите это. Вот картинка. Я не знаю, это звучит глупо. Я имею в виду, это выглядит глупо, но это одна пара или это два кроссовка? Это пара кроссовок или это два кроссовка? Это два отдельных кроссовка или это одна пара кроссовок? Одна пара кроссовок. Какой вариант? Оба или ни один из них? И с Нагарджуной, с Ари Нагарджуной, этот пример, этот простой пример, возможно, самый правильный, потому что он хочет привлечь наше внимание к фундаментальным несоответствиям в реальности. Или у тебя два кроссовка, или у тебя пара кроссовок. Но можно ли иметь и то, и другое одновременно? Это вообще возможно? Он говорит нет. Но тогда что происходит? Откуда он приходит? Он хочет продолжать задавать этот вопрос. Хорошо. Мы просто отрицали, что выход из существования может быть без вхождения в существование. И сейчас мы будем отрицать, что вхождение в существование может быть без выхода из существования. Просто поменяйте их местами. Я повторю. Мы только что говорили о том, что не может быть смерти без рождения, но сейчас мы поговорим о том, что не может быть рождения без смерти. Скажем так. Нагарджуна направляется туда. Как может быть вхождение в существование без выхода из существования? Если есть вхождение в существование без выхода из существования, тогда как получается нгёпо? Что означает нгёпо? Функционирующая вещь. Что-то, что делает что-либо. Кстати, слово на санскрите здесь, которое бхава, от нгёпо, это бхава в бхавешу во второй строке. Это может означать либо существующую вещь, либо функционирующую вещь. Это печально. Нгёпо может означать любую существующую вещь. И нгёпо чаще всего означает работающую вещь, и они совершенно разные. Это большая проблема. За многие годы нужно выработать интуицию, чтобы понять, о какой из них говорится. Так что только так вы можете переводить тибетский. Это займет 10-20 лет. Люди становятся, как вы называете, нетерпеливыми на занятиях смешанных орешков. Но я такой, вы в этом 5 лет, вы никто. Поговорите со мной, когда вы переведете здесь лет 15. Они говорят, я хочу переводить это. Я такой, конечно, но вы должны чувствовать, когда он говорит о работающей вещи или о существующей вещи. На это необходимо много лет. В общем, здесь Гёпо намла ми так ни, если может быть вхождение в существование без исчезновения из существования, тогда гёпо не было бы митакпа. Тогда вещи, которые что-либо делают, не менялись бы. В чем здесь фишка? Я повторю. Если вещи могут произойти, извините, да, если вещи могут случиться, если вещи могут входить в существование без исчезновения существования, тогда вещи, которые что-либо делают, не менялись бы. Но какая фундаментальная истина скрывается за этим сарказмом? Это Тхелгюр, это прасангика. О, вы хотите иметь вхождение в существование без исчезновения из существования?
Да, я не могу иметь оба на одной и той же бутылке одновременно. Это неудобно. Ну хорошо, это нормально. То есть я так понимаю, что вещи, которые делают что-либо, не прекращаются или они не постоянны, верно? Должно быть очень обидно, когда тебя обвиняют в том, что ты так думаешь. Но что за принцип стоит за этим? Что за принцип стоит за утверждением, что все функционирующие вещи должны быть изменяющимся? Какой основной принцип за этим? Какая фундаментальная истина лежит в основе этого? Все вещи, которые делают что-либо, должны меняться. Почему? Потому что я не хочу давать вам это. Потому что делая что-то, они меняются. Хорошо? Это настолько основополагающее. В ту минуту, когда вы делаете что-либо, вы меняетесь. Потому что, чтобы сделать что-то, вы должны затратить энергию. И тогда вы меняетесь. Вы теряете много энергии. Тем, что вы живы, вы умираете. Тем, что вы живы, вы умираете. Я наблюдала одну забавную вещь при обсуждении, какие болезни являются смертельными. Один врач говорит, черт побери, жизнь смертельна. И мы такие, о, да. Если оно что-то делает, когда вы двигаетесь, вы умираете, вы стареете, вы изнашиваетесь. Двигаясь, воздействуя на другие вещи, вы умираете. Вы расходуете свою энергию. Каждое сделанное движение, каждое сказанное слово стоит вам жизни. Это сводит меня с ума, потому что я очень чувствителен к этому. Это сводит меня с ума, а люди считают меня плохим. Потому что я говорю, не тратьте 5 минут моего времени. Они такие, почему? Ты думаешь, ты какой-то особенный? А я отвечаю, нет, я просто думаю, что умру, и я должен использовать это время. И я использую его. Если я потрачу 5 минут разговора с тобой о Трампе, тогда я просто потеряю 5 минут своей жизни. И они такие, хорошо, в чем проблема? Ты же живой. А я им типа, да, но жизнь состоит из таких 5 минут. Ну не надо так напрягаться по этому поводу. А я такой, ну так я не напрягаюсь от этого. Я хочу использовать это время. Я не хочу тратить время на размышления об этом. Итак, джува джикпа, делая что-то, вы изнашиваетесь. Делая что-то, вы разрушаете себя. Теперь это проблема. Итак, может ли быть вхождение в существование без выхода из существования? Да или нет? Нет. Почему нет? Потому что работающие вещи, да, они изнашиваются, делая что-то. Если можно было бы иметь вхождение в существование без выхода из существования, тогда бы это нельзя было сказать о работающих вещах. Это было бы неправдой для работающих вещей, но мы знаем, что это правда. Мы все знаем, что это правда. И вот и Нагарджуна. Между прочим, у вас также не может быть выхода из существования с вхождением в существование. И вы такой, что? Вы же только что сказали нам, что они должны были быть у нас вместе. И он такой, да, но если вы подумаете об этом, их также нельзя иметь вместе. И вы, подождите, о чем вы говорите? Как можно иметь вхождение в существование и выход из существования с одной и той же вещью? Вы в своем уме? Что? Ты только что сказал нам, что мы должны. Я? Я не говорил этого. И он такой, я не говорил этого. Почему? Вы не можете иметь вхождение в существование вместе с выходом из существования, потому что вы не можете умереть и родиться вновь в один и тот же миг. В тот же миг вы не можете умереть и родиться. Ладно, ни то, ни другое. Это не может входить в существование и выходить из существования. Извините, если это войдет в существование, то лучше бы, черт побери, этому выйти из существования, потому что это бутылка, она выполняет свою работу. Она удерживает воду, и однажды она придет в негодность, и не будет больше нечего удерживать, она разобьется. И мы говорим, хорошо, тогда все, что входит в существование, особенно функционирующие вещи, должны выйти из существования, верно? Они существуют вместе с бутылкой. Нет, вы шутите? Тогда бутылка делается и разбивается в один и тот же момент. Тогда эти заводы бы банкротились с бутылкой, понятно? О, черт, вы знаете, в тот момент, когда она начинается, она уже разбилась. Неужели мы не можем сделать бутылку, которой хватит на какое-то время? И он говорит, да,
у вас не может ее быть в любом случае. Значит, это проблема с восприятием. Вот куда он всегда хочет нас привести. Смотрите, вы думаете, что случается таким образом, но это не так. Тогда вы идете в противоположную сторону и думаете, что именно так и может быть. Но это не может. Нет проблемы с бутылкой, есть проблема с вашим умом. Не из-за бутылки, не надо винить бутылку. Бутылка просто делает свое дело. Это вы, тот, кто думает, что есть только две возможности. Только вы так думаете. Вы когда-нибудь думали о том, что вы просто сумасшедший? Что две возможности– это просто сумасшествие. Вы когда-нибудь задумались о том, что вы идете по жизни, выбирая одно, выбирая другое, выбирая одно, выбирая другое? Не может быть и то, и другое. Не может быть ни то, ни другое. Не может быть тем и другим. Не может быть ни тем, ни другим. И он говорит, ну, может быть, вопрос плохой? Возможно, ни то, ни другое не является истиной. Может быть, происходит что-то еще? Шоколад, шоколад, ура, дайте ему $100. Да, но я смотрел на тебя, она щедрая. Он хочет заставить вас думать о том, что все это, наверное, сломано, и должна быть какая-то другая причина, возможность, которая заключается в том, что вы создаете эти вещи искусственно. Значит ли это, что они не настоящие? Нет, только искусственные вещи могут разбить вам голову или дать бессмертие. Выбор за вами. Хорошо. У меня здесь есть несколько картинок. Во сколько у нас заканчивается сегодняшний урок? Прямо сейчас? О боже. Ну, давайте покажем одну хорошую картинку, которая что-то делает и изнашивается. То есть пару перчаток. Я имею в виду, если вы садовник и занимаетесь строительством, это нервирует, потому что вы покупаете перчатки, а потом не успеваете оглянуться, как они изнашиваются. Но каждый раз, когда вы их одеваете, вы их изнашиваете. И каждый раз, когда вы их изнашиваете, это все ближе к разрыванию. Вот и все. Хорошо, мы продолжим. И, кстати, кульминация в случае, если вы не вернетесь на следующее занятие, если вхождение в существование и исчезновение существования всех вещей происходит из них, то мы должны умереть. И мы ничего не можем сделать. Все деньги, которые мы накапливаем за свою жизнь, должны исчезнуть. Вся семья, которую мы создаем, должна умереть. Все дома, которые мы покупаем, должны разрушиться. Вся работа, которую вы когда-либо имели, должна заканчиваться смертью или увольнением. Я имею в виду, что если вещи приходят с их собственной стороны, то наша жизнь безнадежна. Мой брат покончил жизнь самоубийством, и я должен сказать, что он был, наверное, самым честным человеком в семье. И если у вас нет никакого выбора, тогда да, все плохо, все плохо. Но если вещи приходят из вас, значит, есть надежда. И поэтому мы говорим об этих забавных вещах. Вот почему мы говорим об этих странных идеях, потому что мы пытаемся доказать, что можно не умирать и не проходить через эти страдания. Это возможно жить другим способом. Хорошо. Надеюсь, увидимся на следующем занятии.